Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я хочу погадать с вами на отношения, на загаданного партнера, мужчину, женщину. И посмотрите его планы на вас. Ну, естественно, мы посмотрим не только планы, как они меняются ли они или остаются такими, как были. Но еще и заглянем в какие-то другие моменты и обстоятельства ваших отношений. Посмотрим, естественно, мысли, чувства, действия, планы. И по традиции призываю вас настроиться на себя, на своего мужчину, на свою женщину и на свою ситуацию в отношениях. Давайте для начала посмотрим, что происходит вообще в ваших отношениях. Ну, здесь очень хорошая карта, и четверка жезлов обычно обозначает мир та злагоду, да, то есть у вас все классно, в принципе, должно было бы быть, да, и, ну, и как минимум вы стремитесь наладить в ваших отношениях быт, комфорт, вот такая бытовуха, в принципе, ну, такие отношения, когда они, в принципе, где-то, может быть, и не меняются, и идут к какому-то позитиву, в принципе, к какому-то позитивному логическому завершению, да, ну, какого-то этапа в отношениях, но позитивному. Женщина здесь, скорее всего, чувственная, мягкая, нежная, умеющая заботиться. Она как мама для своего мужчины, умеющая дарить любовь, умеющая ухаживать, заботиться и действительно умеющая в доме налаживать комфорт, уют, ну, такой теплый быт, да. То есть это женщина хранительница, извините, хранительница домашнего очага. Ну, особенно актуален расклад для мужчин, которые ищут водных, чувственных женщин. Женщина, кстати, с секретиком, вот. Хранит секреты, не хочет отпускать своего морского конька, мужчину. Но она по знаку зодиака, скорее всего, рак. Это чистый рак. А может быть и скорпион, и рыба. Ну, или по характеру водный знак. Как минимум секреты хранит очень хорошо, да. Могу сказать так. У меня такое ощущение, что женщина в этих отношениях не готова пока что открыть секрет. Вот так вот. Такое что-то. Присутствует дьявол здесь. Посмотрим, что это за дьявол потом, чуть позже. Но здесь есть связка друг с другом. И по дьяволу всегда происходят какие-то неожиданности. Да? Вот он как дьявол, как черт из табакерки. Да? Давайте так скажем. Что-то выпрыгивает периодически. У вас происходит в ваших отношениях какие-то неожиданные, не совсем понятные, не совсем приятные события, от которых хочется избавиться. То есть из них хочется вырваться, да. Ну, например, учитывая те карты, которые уже выпали здесь, да, например, в вашу тишину и покой в отношениях резко вторгается сила, не очень светлая, которая вносит как минимум, ну, не хаос, но добавляет маленькую такую щепоточку соли, да, или маленькую ложечку дегтя, или начинает мешать, раздражать, вот, знаете, как дьявол, да, он, или отвлекает внимание вас, ваше внимание, или внимание вашего партнера на еще что-то. По дьяволу есть некая цель. Вот некая цель. Но как минимум укрепить, связать отношения. Но дьявол обычно требует какой-то, знаете, от отношений требует какой-то оплаты, да, то есть это не обязательно деньги, да, а какой-то услуги или какого-то договора, да, то есть вам, ну, нужно договариваться с партнером как минимум о чем-то, да.
третья, четвертая, точнее, карта. Здесь есть рыцарь пентаклей. Ваши отношения, скорее всего, либо семейные, а здесь семья, здесь есть она и элементы семьи, либо кармические по рыцарю пентаклей. Но они достигли какого-то уже результата хорошего, да, такого существенного результата. Поэтому менять в отношениях что-то вам уже достаточно сложно вот по этой комбинации, да. И учитывая то, что есть дьявол, вам лучше в принципе ничего не менять и сохранять и укреплять эти отношения, нежели вносить какую-то революционную составляющую. То есть эти отношения, они консервативные сами по себе, да, то есть их не хочется менять, не может менять, но иногда нужится, как говорится. И вот эта нужда или принуждение, это вот эта карта, да, то есть дьявол здесь, он как бы вынуждает вас менять то, что менять не хочется. То есть это вам и так хорошо в этих отношениях было бы, если бы сюда не вносились вот эти факторы дьявольские, да. Кстати, мужчина здесь может быть земной, Дева, Телец и Козерог. Не обязательно привязываться к каким-то знакам зодиака. Просто здесь мужчина неторопливый, надежный, стабильный. Вот такой вот, да. Мужчина здесь может быть такой, знаете, трудяга. Сказал, сделал. Пообещал, сделал, да. То есть он не обещает, он делает. Поэтому вам вот все хорошие женские и мужские качества, они дорогие. И менять вам их не хочется. Ну или не нужно, или смысла нету, да. Вот только дьявол мешает. И смотрите, пока что только один старший аркан в виде дьявола здесь управляет всем, да. Все остальное, ну как бы две персоны и динамики практически нет. То есть отношения, можно сказать, немножечко как бы заходят в некий такой глухой угол. Но он не насыщен, как бы не переполнен негативом, а просто вот вы упираетесь, просто больше большего вы не можете, да. И вот дьявол, он вносит какую-то динамику, да, то есть не было бы дьявола, было бы вообще скучно, как говорится, да, вот в этих отношениях. Ну и здесь пятерка мечей. По пятерке мечей, смотрите, мужчина разбивает сердце даме или дама разбивает сердце мужчине. Ну, смотрите, мужчине не сильно хочется здесь терять эти отношения. И женщине тоже, да. То есть вот такое обоюдовыгодное согласие, где, смотрите, все-таки дьявол управляет этой ситуацией. Мы сейчас будем разбираться, да. Как минимум, впереди у вас не лучшая полоса в жизни, не лучший период в жизни. Дьявол может принести вам неприятный сюрприз. И я вам так скажу, смотрите, дьявол обычно часто он рядом с рисками, рядом с башней, да. И ну, вот я бы сказал по дьяволу, рисковать вам не стоит. Вам не стоит идти ва-банк в этих отношениях. То есть вам действительно карты подсказывают, что резких движений в этих отношениях не нужно делать. Несмотря на то, что дьявол, возможно, задает какой-то новый, непривычный темп, ритм или скорость этим отношениям, да. Поэтому сразу говорю, что торопиться, делать резкие движения и накалять страсти в этой ситуации, в которой вы находитесь сейчас или в этом раскладе, вам не стоит, окей? Услышьте. И можете сейчас поставить на паузу и написать, а как вам перекликается вот это вот месседж, вот этот, чтобы не накалять страсть. Ну и смотрите, вам не нужно в этом раскладе не нужно ничего доказывать во что бы то ни стало. То есть выбросьте из головы сейчас во что бы то ни стало, я это сделаю. Я ему докажу, я ему объясню или ей. Я убежу, да, буду убеждать от слова, да. Не убегу, а убеждать буду, да. Я покажу, что я прав.
я 100% выиграю. То есть ломать об колено, гнуть и превосходить самого себя нельзя. А дьявол вам будет, скорее всего, или будет подталкивать к тому, чтобы вы это сделали. Или будет делать такие обстоятельства, да, где вы вынуждены будете это сделать. Или вынуждать, или подталкивать, окей? Давайте посмотрим, какой период в жизни в ваших отношениях, особенно семейной, особенно тот и для семейных, и для тех, которые уже что-то достигли. Какой период жизни у вас заканчивается? Какая полоса в отношениях заканчивается сейчас? У вас заканчивается полоса обучения. Смотрите, вы уже притерлись друг к другу, это раз. Вы уже понимаете друг друга, вы говорите на одном языке. Прекрасно. Ну и может быть где-то путь духовного или этап духовного развития у вас уже заканчивается, да, завершается. То есть начинается что-то действительно новое. Но может быть то, что вы уже духовно развиты и подкованы, да, это и поможет вам преодолеть вот этого вот дьявола. Это все-таки иерофант. Это связь с духом, с высшими силами, с космосом, с мистикой где-то. Ну, больше здесь не магия, мистика, здесь больше вот такие духовное развитие, да, духовный этап. Ну, а дьявол, сами знаете, что это такое, да, я вам не буду объяснять. Хорошо, смотрите, давайте посмотрим. Королева кубков, что она сейчас чувствует. Вот что вы как женщина чувствуете, и мужчины посмотрят, что чувствует ваша женщина сейчас. Не к вам, а вообще ее чувства вообще в этих отношениях. И как раз и проверите себя. Здесь, смотрите, здесь женщина в образе императрицы. Я вам так скажу. Женщина хоть здесь и чуткая, утонченная, мягкая, как мама, да, но характер у нее императорский. Поэтому смотрите, женщина здесь чувствует, что она права, что она управляет ситуацией, она управляет мужчиной, коллективом. Здесь женщина может быть даже какой-то, да, такой, сейчас я, извините, возьму, руководитель может быть, вполне такой. Но а женщина здесь главная. Вот здесь в этих отношениях, скорее всего, матриархат. Еще раз, император здесь в облике женщины. Тут такая колода здесь, и женские облики есть в мужских аспектах. Поэтому женщина чувствует, что, она права, ничего никуда не денется, ничего не изменится. И здесь действительно вот этот расклад, он очень сильно пропитан консерватизмом, духом консерватизма, да. Женская энергетика, да, и вообще суть женщины, она больше консервативна. Это мужчины, они больше такие революционеры, да, вот по натуре, по сути, по своей. Они творцы, они разрушители, а женщина, она консерватор и хранитель, да. В принципе, вот женщина тут чувствует, что менять ничего не надо. Пока. Хорошо. А почему? Потому что ей все принадлежит, она и так всем управляет, ей квартира, дом принадлежит, да. У нее и так все хорошо, а чего ей еще менять, а зачем, да? Но менять-то женщине менять ничего не хочется и не нужно. А вот расширяться женщина хочет, то есть влияние свое расширять. Империя всегда расширяет влияние, да? Так устроена империя. Но помните о том, что империи у всех империй падение, да? А расширять влияние хочется, да, и нужно, в принципе, да, вот менять ничего не нужно, а вот именно влияние должно быть усилено. И я вам так скажу, что может ли это быть женский дьявол? Может быть. Дьявол очень сильный, дьявол очень страстный. И дьявол здесь контролирует мужчину. Поэтому, мужчины, смотрите, вас женщина контролирует. Женщины, смотрите, здесь мужчину контролирует женщина. Но учитывая то, что женщина здесь, вы, скорее всего, королева кубков, а
ну, здесь огненная стихия. Смотрите, если вы знаете, что у вас соперницы нет, и вы сюда зашли не гадать на соперницу, а так просто по ситуации, да, то это, скорее всего, ваш контроль. Если зашли на расклад проверить соперницу вообще, да, посмотреть его план, то соперница здесь, скорее всего, тогда огненная, и вот этот вот огонь, и здесь огонь, это усиление и экспансия, ну, расширение, да, и вторжение влияния, да, то есть эта императрица тогда, скорее всего, у вас это соперница, это вы, да, и тогда женщина здесь соперница усиливает это влияние, а дьявол это ее флюиды. Особенно здесь очень сильное сексуальное влияние по этой карте, и оно расширяется. Если знаете, что это не ваша соперница, да, ну, вы не о сопернице смотрите, тогда это ваше влияние может быть усилено сексуальным влиянием. Но здесь еще такой момент, что дьявол есть, и эта сексуальность, да, есть. Гашение дьявола здесь может быть сексуальным влечением. И сексуальное разногласие между партнерами здесь может стать, к сожалению, в этом раскладе может стать ну, камнем преткновения. Да, вот так. Давайте теперь посмотрим. Вот здесь мужчина у нас, рыцарь Пентаклей. Его чувства вообще, да, не к женщине, а его чувства в этих отношениях. Как он ощущает эти отношения. Но смотрите, мужчина тоже надеется на какой-то шанс, да, на то, что как-то будет какой-то вариант в этих отношениях. И будет другое проявление на материальном. То есть он чувствует, что он увидит, если приложит усилия какие-то, смотрите, по пентаклям, то будет что-то другое, как-то по-другому. Здесь, в принципе, если соперницы нет, то здесь динамика относительно хорошая. Вот эту карту мы сейчас будем проверять, по какой причине. А так мужчина надеется, что из этих отношений может что-то еще выйти совсем неплохое, да. Хорошо, что может быть в ваших отношениях быть, ну, что может принести очень что-то плохое по пятерке мечей? Что это может быть? Предательство, поражение. Вот в чем может быть поражение, да? Где может быть проигрыш? В каком месте? Самое тонкое место смотрим. Смотрите, страшный суд — это освобождение от любой скверны. Значит, смотрите, здесь может быть магия. Если вы смотрите на соперницу, поэтому вот плохим проявлением может быть дойти до такого, что нужно будет снимать что-то с мужчины. Это раз. По вот этой комбинации, да, вот этот квадрат мы просматриваем. Что еще? Здесь может быть неискренность и измена может быть. То есть, если вы подозреваете партнера в измене, тут это, к сожалению, может быть. Да? Причем партнер изменяет, или партнерша изменяет, а структуру отношений менять не хочет. И надеется, что он избежит или наказания, или партнерша не заметит, или партнер. То есть, вот как-то оно обойдется, да, вот такое часто бывает, как бы мы друг другу изменяем, да, но при этом отношения есть. Окей. Дальше. Здесь может быть обрыв духовной связи, к сожалению. Вот смотрите, у вас духовная связь есть или была, да, а вот здесь ее уже, ну, она как бы даже не обрывается, здесь еще даже благодаря духовной связи все и держится, на самом деле это от материального к духовному. Но как минимум здесь даже это неплохо, что эта карта сюда упала, а она в контексте, что духовная связь может вас спасти. И ее недостача, ее нестаток, да, или ее нехватка может вам мешать. А ее наличие может укреплять эти отношения. То есть ваша связь на небесах, да, ваша духовная связь, она может вам помочь эти отношения
какие-то проблемы в отношениях преодолеть. Но все-таки вот смотрите, здесь нужно сейчас понимать, что самое плохое здесь может быть. Здесь может быть самое плохое — это предательство, измена и магия. Да? Вот магия как третье лицо или X-фактор. Вот он, X-фактор, это дьявол. Поэтому здесь могут быть подтверждения подозрений на магию в этом раскладе и на измену. К сожалению, это из худшего. Да? Где духовная связь наоборот помогает это преодолеть. То есть, возможно, вы в жизни проходили и более серьезные какие-то испытания, а это испытание вам еще только предстоит преодолеть. Да? Поэтому, ну вот так. Давайте теперь будем смотреть с вами, что думает мужчина или ваш партнер, да, у вас, ну, женщина. Мужчина смотрит со стороны женщины. Мысли загаданного человека, мужчины о вас, женщины о вас. Что думает? Как раз вот здесь как раз мы мысли и посмотрим. Он думает, что все надо поменять. И здесь, смотрите, 13-й аркан, он часто говорит о возможном прекращении. Поэтому смотрите, вам эти отношения, если действительно дороги, то в мыслях у мужчины могут быть самые скверные мысли. Причина, ну, это уже отдельный расклад, да, почему он хочет прекратить отношения. Если захотите, если наберет там 1500 лайков это видео, то сделаем расклад, почему он хочет со мной разорвать вдруг, да, вот, или по каким причинам это может произойти. Хорошо, думает про 13-й аркан, да. Но 13-й аркан еще говорит о каком-то революционном, а это, кстати, карта ближе к революционным каким-то событиям, которые могут изменить к лучшему эти отношения. Давайте посмотрим, что он к вам чувствует. А вот тут аркан 12. Что это? Повешенный, да? Ну, смотрите, он чувствует, что не может вас просто так бросить, уйти от вас. Когда он думает, что я от нее уйду или от него уйду, да, она думает, она начинает страдать. И тогда его или ее начинает не хватать вот этот вот момент, да, я уйду, обрыв, да, я все брошу, и начинает болеть голова, сердце, душа, вот это вот начинаются вот эти вот ощущения, да. Но он чувствует, что не может, потому что кармическое испытание еще не закончено. И он чувствует, что не может, и чувствует, что оно должно продолжиться. То есть, а как это я так вот могу, да? Ну и смотрите, если здесь магия, то понятно, что он как зомби, да, получается. Вот тут он полностью ничего не соображает, да. Что с ним происходит? Не в чувствах, он в чувствах понимает, что не может бросить, а что с ним происходит, он не соображает по этой карте. То есть у него получается отвал башки, понимаете, да, то есть он вверх ногами, да, в чувствах, а в голове у него 13-й аркан. Ну и все. Что происходит с человеком, да, он как будто бы, как говорится, как с креста снятый, да, вот так, с ума сходит. Хорошо. А теперь я сейчас по планам мы посмотрим чуть позже, а теперь мы проверим дьявола и вот это вот очень сильная страстная энергия. Что это означает? Как она проявляется, этот дьявол и страстная энергия в нем, в вашем партнере? Вы знаете, здесь очень дивно происходит с мужчиной. Она вызывает в нем манию величия. И вот эта мания величия, смотрите, здесь женщина император, а здесь мужчина император. И эта мания величия, да, он как бы вспоминает свою самооценку, то есть он себя как-то вспоминает каким-то образом при этом, при всем. Когда происходят вот эти черти выскакивают, или магия, или эти обстоятельства, или измена, или происходит с ним какой-то внутренний трансформационный процесс, да, вот эти вот карты по трансформации идут, энергии. Его начинает заносить прямо, он становится заносчивый, гипервластный,
То есть он на вашего императора идет своим императором. И тут что происходит? Тут происходит столкновение двух императоров. Поэтому в этот расклад, помимо порчи, которая может быть, да, и вы сами знаете, есть она или нет, чувствуете, соперницы. И порчи соперницы, да, и измены вот этой вот, да, здесь еще могут характеры. То есть это еще здесь прослеживается кризис возраста. Можете написать, может у вас, вы знаете, что нету вот этой магии, нету порчи, да, нету соперниц. Это кризис возраста. Ну как это я, да, такой уже с короной, такой усатый, да, или как это я, такая, да, уже грамотная, всем управляю, да. Окей, давайте смотреть дальше. То есть, в принципе, мужчина себя как бы помнит, что он хозяин в доме, да. Кто в доме хозяин, я или тараканы? И вот он иногда просыпается, да, так я ж хозяин. Ну, как минимум, знаете, негатив какой здесь. Еще, ну, какой негативный подтекст здесь. Он сильно много требует. Начинает быть хозяином судьбы или повелителем вселенной, да. Не читав при этом книгу «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров». Давайте, что он планирует? Вот какие планы у него сейчас, на здесь и сейчас? Смотрите, он хочет решить ту проблему, которую давно-давно нужно решить. И он понимает, что ключи от этой, ну, от решения этой проблемы именно у него находятся. И он планирует и знает, что только он решит эту проблему, и ключ у него, то есть и он ее может решить. То есть он хочет решить проблему. И он, слово проблема, она в его парадигме мира. Для вас это может быть не проблема. Еще раз. То есть это проблема только для него. Если с вашей стороны смотреть, то ему надо решать свою проблему, а не вам решать его проблему. То есть он должен эту проблему решить. И это не у вас проблемы, как у зрителя или зрительницы, мужчины или женщины. Это у него, как у партнера, проблема. И он ее должен решить. Еще раз, то есть вашей проблемы здесь нету. Есть его проблема, которую он должен решить. Услышали? Хорошо. А теперь давайте посмотрим, какую проблему ему нужно решить. Это сейчас у него такие планы. А потом мы посмотрим, какие у него будут планы на вас. Но эта проблема, она связана с вами. Какую проблему ему нужно решить? Проблема личной жизни или счастья в личной жизни. То есть ему нужно решить, с кем он в конечном итоге будет. С русалкой. Вот она тут. Русалка, да? Ну, это вводная карта. Или с львицей. А вот вы уже и напишите, кто русалка, а кто львица, если у вас есть соперница. И может быть вы, как партнерша или как партнер, меняете свои энергии с русалки на львицу. И может быть вам нужно смотреть, может вам львицей и не надо быть. Нужно быть русалкой. Или наоборот, вы постоянно русалка, а вам бы львицей. Понимаете? И здесь вот этот вот момент он будет для себя решать. Но это он будет решать. Как его поменяются планы? То есть он в принципе хочет быть счастлив. Но с кем ему? В этой карте я вижу здесь русалку. По этой карте он, скорее всего, отдаст предпочтение русалке. И планировал с русалкой быть вместе. Но если это русалка вы, давайте смотреть, а как поменяются его планы, да? Вот смотрите, паж пентаклей, рыцарь пентаклей, он будет продолжать с вами отношения. Тройка пентаклей — это перспектива всегда, то есть он будет вкладываться в эти отношения. Но имейте в виду, что
третьего человека вам тогда придется удалять самостоятельно. Тогда эта проблема не его. Он как бы будет пытаться совместить эти отношения. А третий лишний, а проблема третьего лишнего останется на вас как на зрителя. То есть вам нужно будет удалять его. Ну, каким-то образом. Или решать, принимать решение, что с ним делать, как вам с ним быть. Как вам обыгрывать этого человека третьего. То есть он хочет быть счастлив по сути с русалкой в тройственном формате. Продолжить эти отношения, как минимум. Поэтому, если русалка вы, то хорошо. А если русалка не вы и треугольник, это уже совсем не очень хорошо. Понимаете? Хорошо. Кого он выберет, если есть соперница? Вот это ваша карта, а это соперница карта. Восьмерка жезлов — это хорошая карта. То есть он питает к вам чувства, но здесь многовекторность. То есть он может выбрать вас в конечном итоге. И это не старший аркан. Но распылять свою энергию, мужскую особенно, на другую сторону. А здесь магия или маг. То есть он выберет, скорее всего, ее. Но вас отрицать не будет. Вот тут вот здесь вот эта тройка, она дает вот это колесо, да, кирпичных отношений. Или колесо кирпичей в отношениях. Из-за того, что здесь, скорее всего, если есть соперница, то это магия. Если соперницы нет, то это ваша женская энергия. Ну или мужская, если вы как мужчина смотрите, да, с точки зрения мужчины. Но, скорее всего, здесь больше дьявол проявляется темными аспектами магии третьего лица. И он будет склоняться на сторону третьего лица, а вас бросить не может, потому что повешенный есть тут. И к вам питает чувство. То есть здесь отношения могут носить характер гостевой на перспективу. Вот как раз и проверили, есть ли магия или нет. Ну, а вы уже пишите сами, как у вас. Есть она, нет у вас этой магии. И это не обязательно магия. Смотрите у вас, да, если вы знаете, если подозреваете магию, она подтверждается. Если у вас соперницы нет, то это ваша женская энергия или ваша мужская энергия, как мужчина. Нужно ли вам держаться за эти отношения? Если любите, то да. Любовь преодолеет все преграды, преодолеет любого дьявола. У вас духовная связь, не забывайте об этом. Любую магию, любую соперницу или соперника. Я пока что рекомендую держаться за эти отношения как можно крепче. Особенно если чувствуете бабочек в животе. Есть ли счастье в этих отношениях? Тоже есть. Смотрите, тузы выпадают. 2 туза. И у него туз. Поэтому, давайте так скажем, если речь идет о мужчине, то ваша женская магия, ваша женская сексуальность, ваша женская императрица и ваша мягкость, вот это все в комплексе дает вам как минимум 2 шанса, а 1 шанс у него. Поэтому дайте шанс 1 ему и 2 себе. И тогда... Ну и тогда вы никогда не скажете о себе, что вы ничего не сделали. Вы всегда скажете, что вы сделали все, что могли, и что вы настоящая императрица. Ну а если вы мужчина, то ради такой настоящей женщины всегда стоит дать себе 1 шанс і парочку їй. Світла вам та вашому всесвітові, і бережіть себе, і давайте собі хоча б 1 шанс. Ну і не забувайте про свого партнера. Давайте йому хоча б 1 шанс. Ну, якщо ви не жадібна особа, то дайте йому парочку шансів. І тоді ви ніколи себе не звинуватите в тому, що не дали ані собі, ані йому жодного шансу. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Все буде добре. Па-па.